Привет всем хорошим людям! Добро пожаловать на канал Custom Truck. Сразу же спешу всех попросить подписаться на наш канал, кто еще не подписан. По статистике еще только 60% наших зрителей смотрят с подпиской. Те, кто недавно к нам присоединился, тоже настоятельно рекомендую подписаться, потому что впереди нас ждет очень-очень много всего интересного. Огромная благодарность всем за поддержку на Boosty. Если у вас есть желание поддержать нас, то проходите по ссылкам в описании. И по подписке на Boosty вы получите каждые 2-3 дня отчет о том, что у нас происходит в гараже. Практически онлайн. Вот, также на Boosty выходят серии без рекламы, и за минимальную плату там вы получаете доступ к нашим сериям, которые выходят чуть раньше. Хочу попросить не перематывать эту серию, а также досматривать ее до конца, чтобы потом не писать глупые комментарии под этим видео. Начнем мы с того, что я хотел бы с вами поделиться проектом, который я задумал уже давно, порядка 2 лет, наверное, я все думаю, как, что, и вот решился. Честно вам скажу, решился. С чего начиналось? Хотел я самый комфортный в мире советский грузовик. Что не хватает советскому грузовику? Обычно мотора и комфорта, да? Надежность более-менее нормальная. Вот, поэтому было принято решение сделать самый комфортный грузовик СССР в современном мире, можно так сказать. Не знаю, насколько у нас это получится, но я верю в проект. Вот. И как только появился разбитый Chevrolet Tahoe, я сразу понял, что это наша тема. Он, правда, был достаточно дорогой, вот, и я все присматривал, следил за ним, следил. И в один прекрасный момент на него снизили цену. Я понял, что, это, наверное, шанс. Шанс. Я сразу же позвонил, хозяин адекватный, как потом выяснилось, еще и наш подписчик. Но Юрию, кстати, огромный привет и огромное спасибо. Было принято решение все-таки начинать искать какой-то донор. То есть я поговорил тоже с Юрием, что хочу строить такой проект, но что может быть есть возможность придержать. Он, кстати, согласился, и в принципе я сразу начал заниматься поисками. Стала дилемма, то есть строить это на базе Урала или на базе Зила. То есть нужно было все взвесить, я сразу же отправился на осмотр Уралов. Тем более, что как раз в интернете висели. Сейчас я вставлю небольшое видео, в котором расскажу и покажу вам первый вариант шасси и первый вариант, скажем так, донора своеобразного для постройки нашего самого комфортного грузовика из СССР. Да, Урал это интересная техника, но не совсем я уверен, что она нам подходит по весовым категориям, но тем не менее я отправился на осмотр. Так что смотрим. Вам я желаю приятного просмотра. Присаживайтесь, естественно, поудобнее. Заваривайте чаек, печенюшки, пельмешки, все как вы любите. Но мы выезжаем на осмотр нашего первого донора Урал 375. Друзья, приехали мы посмотреть вот такой Уральчик. Весь в опилках. Здесь в строительной организации он находится. Полик водительский. Как тут? Еще более-менее живой, кстати. Проводочка, все красиво. Сидухи целые. Потолок страшненький. Карусовские какие-то защитные козырьки. ДМБ-82 май. До приказа. Вот такой аппарат. Сейчас еще посмотрим на него. Опа, здесь тоже все в стружке. Ужас. Ужас. Конечно, здесь состояние более-менее. Все очищать надо, мыть. Это кусочек работы. Видно, в масле все было. Села стружка наверх. Да, подогреватель стоит. Состояние огонь. Здесь по раме все красиво, жидкость есть тормозная. В 2 бачках. Так.
там целый, ну-ка гляньте. Вроде целый, ну какие-то следы здесь есть воды. Бак огромный. Снизу есть подтеки. Вроде все сухо. Что там, нормально? Вроде бы все красиво здесь, но все в опилках. Глушитель. Здесь отопитель стоит, внутри идет. Такой, правда, что-то отсоединено тут у него. В65. Живой еще аппарат. Краска не родная, естественно. Как обычно. Вояки покрасят, а вы как? Работает. Зарядка есть. Масло есть. Топлива непонятно, воздуха нету. Но уже запускали Урала. Такой мотор чувствуется, что, блин, до газа не дотронуться. Гидрач еле-еле работает. Гудит, ну возможно просто надо масло. Ну, классный. Первое ощущение, прикольная тачка. Надо думать над покупкой. Пробег у него 1115 километров. Так, подъехали ко второму Уралу. Сейчас пойдем посмотрим. Чуть-чуть, возможно, поснимаю вам. Посмотрим. Ну, этот, на первый взгляд, так получше. Вроде бы красочка такая родная у него. Ну, сейчас посмотрим. Так. Что тут у нас? Родная краска. Ну, состояние такое же. 1200 промега. Козырьки другие. Состояние прям такое же почти. Рама. У нее комплектация прям один в один. Как и у того. Кунг тоже один в один. Здесь тоже все такое же. Да, состояния близкие у них. Вообще очень близкие. Так. Здесь тоже. Да. Точно так же отключена. Этот мне больше нравится. После того, как посмотрели мы Уралы, я решил, что нужно все-таки забирать наш Chevrolet Tahoe. Но найти грузовик советский для переделки это достаточно просто. Ну, грубо говоря, помучиться тут 2 недели, месяц и найдешь. Обязательно найдешь подходящий вариант. А вот с американской тачкой и с разбитым вариантом, который можно попилить, не жалко разрезать, это все гораздо сложнее. Потому что
найти машину, чтобы у нее был целый салон, чтобы у нее был в достойном состоянии мотор, коробка. Это все сложно. Вы сами понимаете, что такое ДТП. После ДТП все это переворачивается и работает вверх ногами. Это всегда кот в мешке. Вот. Ну, в нашем варианте я этот нюанс оговорил сразу с продавцом Tahoe. Он сказал, без проблем, приезжайте, мы заведем. Он год стоял. Вот. И было принято решение, что нужно брать Tahoe. Пока он есть, пока он доступен, нужно брать Tahoe. И было принято решение выезжать. Созвонился с Юрием. Ну, без вопросов. Он согласился, приезжайте, парни, запустим. Если что, есть компьютер-диагност, компьютерщик его знакомый, который нам, если что, поможет в этом. Ну и что ж, я долго не думая созвонился с Димой и говорю, Дима, так и так, нужно ехать забирать Tahoe. Tahoe мы заберем, а потом уже найдем себе донора подходящего. Выехали раненько утром, рассвет, хорошая погода. Наш новый патрол катится даже, красота. Раннее утро, 4:30 утра, рассвет, едем за новым безумным проектом. Дорога хорошая, немного был туман, правда, так тяжеловато было ехать. Но, тем не менее, хорошее настроение, красивый рассвет сделал свое дело, и мы приехали на место, буквально там уже в 8 или в 9 мы были уже там у нашего Юры. Ну что ж, внутри волнения, друзья. Нам осталось буквально 30 километров. 25 минут показывает навигатор, и мы увидим Chevrolet Tahoe. Это донор для постройки безумнейшего проекта, сложного проекта. Но я верю, что мы справимся, и я уверен, что этот проект будет радовать. Это проект, который будет хотеться быстрее собрать, сделать и, конечно же, его использовать. У меня есть такая мысль использовать эту машину даже на повседнев. Почему бы нет? Вот. Надеюсь, это у нас все получится. Наша задача будет его запустить. Одним словом, вы все увидите. Поэтому с вас обязательно лайк. Приятного просмотра. Ну а мы движемся. Вот обгоняем буханку. У меня эмоции внутри. Вот вспоминаю. Парни из Полигон 98 показывают буханку, я вспоминаю нашу буханку, какая же все-таки это душевная машина. Да, она некомфортная, да, она такая, ну, знаете, советская машина. Но вот что-то в ней есть, какая-то душа, наверное. Но я не понимаю, я бы с удовольствием приобрел себе буханку, если бы вот была возможность, то с удовольствием бы опять вот покатался на этой машине. Ну, а вы обязательно напишите, как вы вот относитесь к буханке, нравится вам вообще такого плана техника или нет. Еще даже вот такая техника трудится на дорогах наших. Ух, грозюка. Бедный водитель этого КРАЗа. Ой, как я ему сочувствую. Юрий, ну мы въехали вот уже в вашу деревушку. Сориентируйте. Со стороны кукурузы, блин. А какая страна, не знаю. Вот, я возле него. Ага. Понял. Так, хозяин забыл ключи. Ну, хороший мужик вообще, так нравится. Ну и где-то вот в одном из этих гаражей стоит наш донор, да? Да, донор. Ой, я уже не могу, как-то волнуюсь почему-то. Безумная идея, с которой я жил 2 года. И, наверное, вот сейчас мы прям максимально близки к ее реализации. Да, стоит он, бедолага, давно. Не давно, а, как я сказал, с момента аварии. То есть он у меня простоял на базе, скажем так, пока шли вот эти разборки со страховыми, там, да, и так далее, и тому подобное. Да, она поднимается. Откроется? Да, конечно. А здесь гидравлический усилитель тормозов, да? LM7 мотор, значит, 5.3, без всяких наворотов, то есть обычный атмосферник, соответственно, ну, надежный, неприхотливый, как говорится, коробка 4L60E, 4-ступенчатый автомат, ну,
по факту, при нормальном досмотре, неубиваемая техника. Ну, формально. Это блок управления двигателем, да? Да, Вот это. да. Он так расположен здесь, а там газ. Да, я так Безусловно. понимаю? Да, это все новое. То есть, ну, формально я только поставил. На него даже документы на гарантии есть. Ну, Так, короче, ну что, как- аккумулятор нам надо, наверное, да? Ну, наверное. что- Давайте пробовать. Я думал, появится человек, который его заинтересует данная техника. Ну, в Вот он смысле, и появился. безусловно, да. И, ну, приедет человек, поговорим, порешаем, то есть, ну, и так далее, и тому подобное. Поэтому Да. ни больше, ни меньше, все как есть. Ключ же есть, да, от него? Конечно, все есть от него. Вот, видишь, даже ласточки успели гнездышко свить. Ну да. Красавец. О, на гидраче. Ну, это я уже сам делал, поставил. Ясно. А что это за резина такая? Это советская еще. Я на ней выволок его из кустов, это самое. какая-то... Его хотели сдать на металлолом, но, ну, благо я вмешался вовремя в эту ситуацию, как бы, и, соответственно, Ну это правильно. безусловно, я его спас. Он с документами, ну, со всеми вытекающими последствиями, то есть, ну, как-то так, да. На родной резине она была вся спущена, я пришел, подкатал, и мы его вытянули. И, ну, Бак Кразовский. не, он просто там лежит, Дима. А, не закреплен, вижу. Формально он там, ну, как говорится, больше для мебели, потому что там стоял бак. Ну, я хочу сюда пластиковый поставить, батарейки там у меня есть, поэтому просто у меня что бак от Краза есть, я его просто положил, чтобы он, ну, нигде просто так не лежал. С Белоруса стоит цилиндр с 12-го трактора, это 1221. Ну, само собой стоит дозатор с Белоруса, опять же. Все унифицировано так, чтобы это было ремонтно пригодно и в любом колхозе можно было найти. Ну, условно говоря. Ну да. Ну и с То есть- турбинкой он хорошо должен идти. Да, блин, этот безусловно. зелок. Для этого зела это за глаза. Это один из первых ЗИЛов, он 59-го года выпуска, их начали выпускать в 58-м. То есть это самый советский автомобиль, прям, ну, самый советский. То есть по факту вот есть такая тоже тема. Просто за счет того, что коснулись тут ударом, моторный, то есть, ну, отсек для аккумулятора стал чуть поменьше. Потяни, пожалуйста. Сейчас посмотрим, что он вообще покажет. А он в зеркале видно моргает, повторитель. Да? Глянь, Дима. Тоже Дима, да? Да. Да, тоже Дима. Я уже выключил его. А ну включи. Работает. Галька меня убьет. И опять полез в чистой одежде. Да там не так-то и грязно, на самом Все деле. равно. Она будет ругаться. Она не успевает стирать мои вещи. Ну надо ключ, супруга? короче. Ключ надо. Супруга, что ли? Да, да. Ничего страшного, давно придумали стиральную машину. Пушка, а? Так что все Прикинь, их поводы это по этому ЗИЛ. поводу дешевый разговор. Или Урал. Я просто кайфую. Это машина. Какой патрол. Вот эта машина. V8 американский. Так, ну, Ну что, пробую? так, стоп, секундочку. Не, паркинг должен стоять. Она стоит в паркинге. Что тут, есть какие секретки, может? Нет никаких секреток. Сейчас я присяду, и мы с тобой посмотрим, какие тут что есть разговоры. Так, давай. Работает, это уже хорошо. Насоса не слышно. Неважно, Они неважно. должны щелкать. Ты смотри, Дима, чтобы ничего не горело. Давай, завожу. Пробуй. Не, Аккумулятор слабоват. слабый, да. Тухнут лампочки все. Вообще слабоват. Понял, давай в обратку. Сейчас будем решать. Да, надо что-то посильнее. Вот здесь проблема по трубке с коробки, поэтому не факт, что коробка будет работать. Ну, а так все тут нормально. Сейчас глянем снизу. Ну, мотор чуть-чуть в маслице. Ну, не сильно. Ну, такое все тут гнилое, ржавое. Но это то, что нам надо. Нам пофиг этот кузов. Как она есть, но, возможно, высохла. Это как? Это на дне. Все, значит, не, да. Она могла тут и вытечь. Посмотри ты тут, что происходит, блин. Радиаторы. Троху колхоз есть, конечно, присутствует. Немного перекосилось тут все. Да, вот оно. Заколхожено. Блях, интересно, прокручивается ли он мотор этот? Вот еще вопрос. О, крутится. Чего? Сейчас заведем. Вот это все нам нужно как-то будет вырезать, я не представляю. Ну начнем со стекла, правда? Щетки оставляем.
И тут вот так обрежем. Короче, я во сне все это видел уже, поэтому вариантов нет, он войдет в какой-то советский грузовик. Но вроде антифриза нету, блин, это, конечно, хреново. Ну ладно, ждем хозяина и надеемся на успех. Погрузчик японский или какой это погрузчик? Нет, это болгарский. Типа Болгарский? Типа 13.2.0. Ой, 39.2.0. Я не разбираюсь. А мотор Дизельный какой? мотор Перкинс. Перкинс. Англопольский или какой он там. Ну, короче. Не упадет эта штука? Нет. Плюс на корпусе. Можно на корпус. Все нормально. А, замкнул на крыло. На крыло. Нет, Не? нет, конечно. Не. Все Можно хорошо. было что-нибудь резинку туда подложить. Да нормально, ничего тут не ставит. Так, плюс. Плюс. Так. Так, ну пробую. Давай. С Богом. Хрен. М-м. Интересное кино. Угу. Ну вот такое чувство, что я вижу ампераж просто падает. Не должно такого быть. Вот смотри, он показывает, ну 12 вольт. Просто Значит, вот этот аккумулятор, который красный, он наверняка при смерти. просто нулевой. Ну, я думаю, да, он давно стоит. Как бы давно стоит. Ну давай что-то другое Давай. думать. И нет, да? Не. Лампочка проверьте двигатель не тухнет. Питание есть. Ну, Питание, безусловно, есть, но видно недостаточно. блин, нифига. Ладно, будем пробовать дальше что-то. Питание на блоке управления остается, но аккумулятор и все приборы просто ложатся в ноль. То есть, понимаешь, ну, ему вообще не хватает тока почему-то. А почему, я и сам не могу понять. Юр, ну можно снять вот этот патрубок, там антифриза все равно нет. В смысле нету? Нету там антифриза. Ну, И- как бы он есть, вон в бачке, видишь, уровень. Не, Ну, он это же кажется. Там открываешь пробку сухо. Да ты что? Да. Вытек через радиатор. Ну, Не тек антифриз. не. Может, какие-то потери были? Ну, так как бы да. Я думаю, надо вот Стоял снять бы. это, А и нижний? тогда- Ну, нижние не пробую. Ну да, убил, значит, где-то. Наверное, все-таки радиатор где-то подкапывал, но ввиду того, что я как бы этот процесс, наверное, не проконтролировал, так он пока стоял и... Ну, ладно, надо Выкопнул. плоскоопция. Надо плоскоопция, мы снимем патрубок и тогда поставим сюда любой аккумулятор. А, так я понял, тут косяк, клеммы что-то. А, что ну тут так- клемм? Подожди, И что мы тут делаем? Юра, что мы тут делаем, если она отломана клемма? Клемма отломалась. Ну, она, видно, была. На соплях, отломана и- видно, висела. Да. Ну да, может, когда деформировался кузов, заломала клемму, но там остался так торчать, поэтому нету массы. Ну, в смысле, Да. минуса. Да. Логично, нет? Давай мы обратно ставим аккумулятор, может? И зажмем сейчас эту клемму. Короче, нету контакта на клемме. Видимо, из-за этого, возможно, и возникла проблема. Сейчас все почистим, попробуем. И Мы так, уже чтобы было пробовали длиннее. сюда, пробовали. А, нет. не ну, в смысле, да? Да, ничего. Ну да, я просто не обратил внимания, что вот тут... 3 минуты уже все, кровище у дяди Димы. Вечно я позбиваю эти руки. Так, соединяем. Поэтому нам не хватит аккумулятора. Не хватит для чего? Ну, клемм не хватит. Не хватит ни для чего, да? Минуса не хватит. Типа, да. Ребята, ну есть решение всегда. Сейчас решим. Ну, я предлагаю снять изоляцию. Вот шуруповерт. Покручиваем отверстие. Зажимаем напрямую. Ставим другую клемму. Ну, да? И вопрос. Ну, я это так вижу. Я не знаю, как это видите вы, но я это вижу как-то так. Ну, как говорил Карлосон, от винта или как? Включи свет в Подожди, салоне. подожди, я сниму тут барахло лишнее. Свет в салоне включи. А он включается автоматически, он должен гореть. Ну, посмотри. Вот, я вижу. Ну, Давай. давай. Попробуй нажми на педаль тормоза. Кстати, да. Ну, видишь, свет в зеркалах загорается. Вниз подсветка зеркал. Нет, вон я вижу в салоне, и он не тухнет. В салоне свет горит, а приборка тут. Да, значит, питание 12 вольт по машине идет. Нажми на тормоз на педаль. А я работаю. Тем более, ты должен знать. Это фиксаторы плавающие, поэтому...
давай. Ну ты главное смотри. Ну как бы, может и хорош. Так, вижу мотор, так. Маленький стартер, которому подлезть почти нереально. Ну я к нему никогда и не подлазил, честно А скажу. если колесо снять? За 6 лет эксплуатации. Это не поможет. Аж при чем тут колесо, конечно? Не долезем? А? Не долезем чуть? Да Там, нет. понимаешь, рама. Он в получается. раме. Да. За рамой. Ну, да, все правильно. Ну, короче, тут я нифига не вижу. Так, по селектору КПП он стоит на месте. Тут ничего Я не пойду через окошко, попробую ручкой, да? Ну, А ты пожалуйста. посмотришь. Так, стартер соединили напрямую. Сейчас попробуем. Так, ну, надо же будет бежать глушить, если что. Слушай, может я его все-таки припущу на всякий случай, а? Ну, давай. Ну, нам же ж Будет поднять не безопаснее. проблема. Да. Давайте я вовнутрь, а вы джипните. И все. Окей. Он не заведется, потому что я не слышу насоса. В смысле не заведется? Не пугаюсь, что я не слышу насоса. Вот и я его не сильно слышу, но тут вопрос, крутанет, не крутанет. Так, на плюс Сначала просто, вот так. Блин, да? ничего нет. А попробуй ты замок как на пуске. Нажал. Ага. Прижать. Возможно. Там мне силовой там как бы. Там ржавый силовой. Да, он зеленый, там возможно в нем косяк. Он просто на этот самый, на себя где-то берет и все. Да, ну ты ж откручивал, он слышно было, как хрустнул на джате. Ну да. Ну что, шевелим его и зажимаем, да? Или как? Да, и тонкий провод. Это ж получается не силовой. Это силовой. Это силовой? Да. А что там сверху? Я просто из-за А твоей сверху руки. маленький. А, сверху сопливый, да. И сопливый Точно. тоже надо пошевелить. Нет, Желательно. Дим, его не открутить. Так а Сначала надо снаружи. этот попробовать, а потом... А уж после. А, все работает. Я думал, может это клемма сама крутится. Не, вроде бы... оно- Вроде бы там все ровно. Да. Так. Возможно, да. Опа! Ну что там Вот. еще. Стоп, не стучи. Стучать нехорошо, кончик плохо, да? Стучи. Да, постучи-ка еще. Ну, уже щелкнул? Вот что-то было. Что-то щелкнуло, да, именно там, я же туда смотрел. Именно в стартере. Ну да, где-то там, да. Не могу сказать на 100%. Еще может быть косяк, могут залипнуть пятаки. Ну, если что, клемму скидывай тогда, Дима. Если она не пригорит. Ну, клемма не пригорит. О! А сейчас уже проблема в силовом. Надо еще постучать. Еще постучи ее. Не отправляй. А ты Сейчас по я- корпусу можешь постучать или ты только по ВК стучишь? Ну пока был по ВК. Надо по корпусу еще Сейчас погрюкотить. попробуем по корпусу. Ага. Ну а ты говоришь мертвая. При смерти не мертвая, а ну где-то около- Ранен, но не убит. Не насмерть, да, не насмерть. Дима, что Слушай, мы еще есть покупаем? один прикол. Сейчас, подожди, еще и нажму стоп тогда. И на тормоз. Так, постучали по стартеру, начал работать. И рычаг проверь, точно он Давай, точно. Давай. Давай, Дима. завожу. Давай. Нет подачи. Нет подачи, Димон. Бенза, да? Если насос легко давно открыть, Так, а где нож? Вот он нож. Так, сейчас будем думать с насосом. Лезем к баку. Сейчас здесь уже сделано технологическое отверстие, поэтому попробуем с насосом поколдовать. Должен при таких раскладах, если это работает, спуститься при любом. Так они, наверное, его заварили, Юр. Да они прихватили его тут на 3 типа капки или что, я не знаю. Да, или... А, ну типа да. Видишь? Ну такая выломай ты ее, да. О, для меня сварка это. Ну да, особенно если не сплошная, да? Да. Так, 2 есть кончика, один, видимо, датчик, а второй... Вон какой-то Насос. провод отлетел, видишь? Не, это просто, А, нет? ну, хомутик. Так, есть 3 провода, так, и есть, Предлагаю, знаешь, что сделать? Димас, бак, открыть, типа, смотри, снимаем фишку, неважно, обратки, подачи, да? вот это? Да, беру шланг, и мы туда дуем. И понятно сразу, есть Ну, так там я ток снял или уже, нет. допустим. Ты меня, ну, понимаешь, о чем говорю?
Так включи зажигание, просто оно сейчас пшикнет тут, если Если что. пшикнет. Ну, В системе что-то включи зажигание, выключи. Включи, выключи. Дай-ка я сигарету, На одну наверное, да? Это лучше не курить. Ну, Сигарету лучше не курить, да. мы тут даже не успеем. Убежать. Не, бенза нету, пацаны. А насос гудит? Не. Смотри, давай сейчас... Контактную группу там пошатай, попробуй. Ну-ка, ага. Если насос... Фишку снял какую-то. Сейчас снимаю вторую. Вот снял вторую. На фишках по 2 провода. Блин, нифига, по 3. На одной фишке 4 провода, на одной 3. 4 провода, наверное, уровень топлива, стрелка и аварийная лампа. Так, пацаны, мне надо какая-то тряпка. Я тут руку сильно разрезал. Дим, знаешь что, Дима? Возьми в патруле на заднем сиденье пакет с водой, и там есть полотенца такие. Принеси мне. Ну, как я тебе скажу, 4.8 блок это такой же, как здесь, только тут голову увеличенным объемом. Бензин тут чуть-чуть есть. Немного, но есть. Сделали насос, опустили его в бак. И сейчас пробуем. Давление создаем. Сделали насос. Насос был сделан, просто он подкорел. Ну что, Ну давай, что? сначала подкачаю топливо чуть. Давай. О, Докачай. Заводи. подожди. Давай качай и заводи. А ты и стартер включи. Давай. Вдруг еще и стартер нужен. Включил стартер? Да, включил, давай. Подкачивай и заводим. Давай. Заводим. Что это было? С клеммой проблема. Хрен. Фигня это все. Не хочет. Нет разрешения на путь. Значит, нету искры, скорее всего, да. Но можно выкрутить провод и посмотреть еще искру в этот момент. Ой. Ну, просто снять один провод высоковольтный. Ну, ближайший. Да, ближайший. То же самое не А провод. свеча есть запасная? Я думаю, найдем. Прямо в свечу воткнуть. Потому что Да. я их менял комплектом. И Давайте. нам даже для... И не абы какие. ну, нам для искры не нужен топливный насос. Так, проверяем искру. Давай, Дима. Я чисто стартером, без насоса. Да. Нету искры. Не, нету тут никаких совпадений. Нету тут сигнала с блока управления на насос и на искру. Вот и все. А с чем это связано? Может, с сигнализацией. Так, ну что, вроде бы есть успех благодаря специалисту Юрию. Он электриком отработал 20 лет. Короче, мы забыли, вот когда переделывали клеммы, вот этот массовый провод запитать. И мы просто соединили клемму, а вот этот минус маленький мы не запитали. И сейчас, как только мы его повесили, машина дала вспышку. Сейчас попробуем еще, но все равно, по-моему, не работает насос. Но я сейчас его Нет, запущу. насос работает, Дим, но нет пока связи с насосом через ключ замка зажигания. Ну давай попробую. Короче, завожу. Стой. Да нормально там все будет. Нет, я попал на массу. Давай. Пробуй. Готовы? Так точно. Ну, Заводится и глохнет. ну потому что нет запитки. Возможно, мы не накачали. А давай мы Можем накачаем насос. принудительно попробовать. Накачай давай. Накачай топливо. Секундочку. Это не стартер, это топливо, да, стартер на Стартер земле. на земле. Король додумался первый. Давай накачивай его. Да походи ты дальше открути, ты что все примотал надежно. И у меня, кстати, все равно тухнут лампочки, но появилось... Ну это совсем другое дело уже наверняка. Где-то обрывы легкие. Накачаю. Заводи. Слушай, Юра, не пугай. Очканул, да? Ну, Да ты успокойся. зарядка, короче, не тухнет. Не, ну Димон, мы сейчас зарядку... Помпа погнала или что? Потекло масло, ну потому что радиаторы пробиты. Я же говорил, пуск это должен быть кратковременным. Масло или антифриз погнала? Я еще раз повторяю. Нету. Антифриза нету априори. Нет, Он это- где-то Это вытек. не масло, это вода течет, жидкость, посмотри. Ну так и хрен с ним, хоть течет. останок.
Да, тоже мы и патрубок сняли. А, да где-то все-таки там дырка есть снизу. Ну, Кто-нибудь наверное, еще? наверное. Потому что на тот момент, помнишь, когда мы эвакуировали, там был вопрос какой, подтекало масло с масляного радиатора коробки. Юр, а так он масло не брал, что-то он чего он так синим дымит, коптит? Может, Ну, еще я там не в знаю. цилиндрах осталось после Конечно, мы переворота? же заводили, Ну да. закачивали топливо, это, значит, вот там было до хрена, соответственно, мы сейчас пусканули коллектора, ну, не прогретые и так далее Ну и тому да, подобное. да, да. Я думаю, это связь в Причина том, может быть. Ты слышал, он заработал и вообще тишина. Бля, мне понравилось, отвечаю. Ну давай, может, еще стартанем или не стоит? Ну давай выгоним все масло, ну, коробки. до конца. Ну, Чтобы уже полностью ну то ничего есть тебе 3 раз не хватило Все, для того, давай, чтобы короче, понимать ладно. вопросы, Тогда, да? значит, все, грузим его. Все, А куда грузить? решение принято. Вытягиваем, ты имеешь в виду? Ну, для начала, чтобы потом... Ну, сейчас так- мы, короче, решим. Но, друзья, это успех. Хозяин Таха Юрий, ему огромное спасибо. Все-таки вот, но была мысль хорошая. Идеально, Не я спорю. бы сказал, в этом Мы всё случае. бы Иначе бы еще перелопатили. 5 минут, и Но- все разъехались. Но да, у нас, видишь, еще в чем проблема, что ну, все-таки что-то на насос не приходит. Но я думаю, это уже решаемо, Ну, правильно? ввиду того, что если у вас этот вопрос не под восстановление именно этой тачки, а для того, чтобы сделать Да. из 2 одну, у вас есть для этого, в принципе, весь цельный машинокомплект. Да. Поэтому я думаю, что основное вы получаете прямо как бы, ну, в комплекте. Да. А дальше дело техники рук, головы, ну и других деталей человеческого тела. Хорошие новости. Машина стартанула. Мы договорились обо всем. У Юры как раз есть эвакуатор. И он нам в ближайшие Совершенно случайно, 2-3 да? дня, да, он нам доставит нашу тачку. Так что, ну, Юре только могу сказать спасибо. Он, кстати, наш подписчик, естественно, потому что там у него есть КРАЗ, ЗИЛ-157. А все люди, которые имеют такую технику, они просто не могут не попасть на наш канал. Ну, как Ну, правило, да. спасибо это большое, Юр. Марс, вы, Да. Комбат Крю. Ну, кстати, Полигон. пацанам всем привет. Потому Вот, что, отлично. ну, я их смотрю, особенно марсиан, в том плане, что Потому что у сам меня, таким же занимаешься. у меня, безусловно, лесные эвакуации бывают, техники, форвардеров. У меня есть видосы, как я их эвакуирую Понятно, оттуда. То есть, понятно. вот эта вся тяжелая техника была вот этим кразом, который Кразом. вы наблюдали, да, на территории, она была все благополучно извлечена. То есть, понятно. не было ни одного такого случая. Поэтому мне вот марсианская тема, скажем так, с полиспастами, там пацаны четко рассказывают, как можно Они взаимодействовать вообще и так молодцы, далее. То есть, да. да, с перестраховкой, да, но я сам обычно страхуюсь. Вот этой связи, как с доставкой транспорта, Лучше почему не я спешить, попытался, да. ну, почему мы Потихоньку договариваемся сделать. так, что давайте спокойно решим вопрос. И, собственно говоря, без пыли и шуму доедем туда, куда нам Это самое нужно. важное. Ну, безусловно. Так что, друзья, можете нас поздравить. Одна часть, маленькая часть нашего большого проекта уже почти приобретена. Почти, чуть-чуть осталось. Осталось Ну, доехать. Да, и теперь нужно нам искать вторую половину, чем мы, наверное, сейчас в ближайшее время и займемся. Для вас это будет 1 секунда, ну а для нас это будет, конечно же, долгие поиски. Не дай бог Поехали. вечность. Все, спасибо большое. Пока. Выдвигаемся. Ну что ж, на обратном пути мы с Димой обсуждали очень долго обсуждали, что, как, вот, какой лучше выбрать донор, и решили заехать в Белыничи к Василию. Василий, к сожалению, немножко спешил, но тем не менее, и мы поздно уже ехали, но нам самое главное было приехать, посмотреть, что сейчас есть на рынке из зилков. Потому что с хранения, вы сами знаете, уже машины не продают у нас. Остатки, вот что можно выхватить здесь по Беларуси, можно купить еще, остатки. Мы заехали к Василию в Белыничи, как обычно, человек, ну, всегда торгует техникой, всякой интересной. Здесь можно найти не только зилы, а нам интересны зилы. Вы знаете, что у нас супер проект новый, и ну, там на заднем плане есть даже газелька, смотрите, может кому-то из вас понадобится. Полноприводная есть, он даже вижу. Да? Вот это. А, он тебе белая, да? Так что, если вдруг у вас есть желание построить какой-то автодомик, там что-то такого плана. Так, у Василия есть зилы вот 4 на выбор. Я даже не знаю, какой здесь получше. Сейчас посмотрим. Мне вон тот нравится больше, но у него морда подзамята. Вот это. Да, вот мне тоже он изначально больше понравился. Лебедка в тряпочке. Да, вот тут неплохой. Это Дима остатки осыпаются. Ну, я знаю. Ну как, Дим, смотри. Более-менее нормально. Здесь вырезаем. Да?
место, конечно, тут на пределе. Надо кабину удлинять. Дубль ставьте. Ну, посмотрим. Слышишь, делай. Дубль как Дубль. Сейчас, кстати, надо глянуть. Она деревянная? Я помню, там двери деревянные, да? А двери? Задние. Металлические? там же стеклоподъемники ураловские стоят. Ну, надо глянуть, потому что... Ну это из-за каюк на улице там стоит. Ну, сейчас глянем. Так, ну, вот этот зелок, так, Дима? Есть вариант. Ну, вариант же? Конечно. Вариант. А? Ну, я Я вижу. бы тебе рекомендовал это. Я вижу, у него рама такая хорошая. Состояние снизу, что вы нам запомнить и знать. Понял? Кулаки сухие, все красиво здесь. Вот замято. У нас мордаха есть. Они как-то тут поменяли. Видишь, что-то поменяно здесь. Украли капот тут, Да, и украли решетку. Это просто мы Вот эту? по цвету подобрали решетку Ну, и ясно. поставили сами. Ну, это как обычно. Он более поздний, я вам смотрю, эти новые уже. Видишь, тоже умято, кстати. Ну после 86-го года. Ну. А тот тоже такой же, да? Нет, этот А вот постарше. этот постарей, ну, Постарше. ясно, этот нам не подойдет. У нас мегапроект. Почти уже половину купили. Короче, я купил Chevrolet Tahoe, американский джип. И вот хочу все это вырезать, зиловское. И полностью, чтобы внутри он был Chevrolet Tahoe. Он по ширине подходит, то есть, ну, Понял. по всем параметрам. И мотор, все будет Tahoe, а снаружи будет ЗИЛ. Но у меня паренек взял вот такую кабину Мгм. и ставит на ГАЗ-66, Мгм. чтобы типа сельский туризм, там Мгм. экскурсии возить без дверок уже и на ГАЗ-66. Как она подниматься будет, тяжелая? ж. А зачем? Ну, чтобы моторе там лазить. Капот. А, так она так же и будет стоять? Да. типа? А, ну Да. Так это на весь ГАЗ-66 Да, получится почти. вот именно на ГАЗ-66. После Белынич, я думаю, вспоминаю, что как-то висели в интернете сидельники, сидельные тягачи. И давай начали что-то искать в интернете, нарвались на старое объявление, думаю, дай позвоню. Звоню, отвечает человек, говорит, да, есть 2 на выбор. Это то, что нам нужно. То, что нам нужно, сидельные тягачи. Почему сидельные тягачи? Потому что они легкие. Это легкая задняя часть машины. То, что нам надо, это легкий ЗИЛ, чтобы он мог наваливать, и в то же время, чтобы у него было все в порядке с документами. Это было очень важное условие. Вот, чтобы он был комплектный. Но состояние нас особо не интересовало, чтобы он прям был супер. Вот, потому что все равно нам все пилить нужно, моторы вынимать, все это вынимать, доставать. Поэтому, все-таки такой вариант нас якобы устраивал. Поэтому я решил сразу же позвонить продавцу, подъехать, посмотреть. И, собственно, у нас все получилось. Он сказал, что подъезжайте, посмотрите. Тем более, это нам нужно было отъехать... Ой, носится. Нам всего лишь в сторонку нужно было отъехать, тех же 50 километров, это не проблема. Так, мы оказались в Могилеве. Здесь есть сидельники. Сидельники нам подходят оптимально, но чуть-чуть дороговато. Все-таки жалко пилить это все. Пока не знаем, будем думать, но вот такой вариант тоже для нас оптимален. Почему? Потому что машина вся комплектная и выглядит красиво, как должна выглядеть настоящая такая тачка. Гоночная, да? То есть мы сможем на нем носиться, и в то же время он будет выполнять функции какие-то. Как эвакуатор можно, и в то же время он будет легенький. Вот такая вот идея есть, но пока что чуть-чуть дороговато, для нас, наверное. Большой очень бюджет, как ни крути. Вот, их 2 на выбор, пока что надо будет думать. Состояние у них неплохое, больше вот так вот, если открыть, посмотреть. Пробеги по 30-40 тысяч у них, вот такая машина. Но нам-то что, все равно это все нужно вырезать, и сюда будет вырезаться уже внутренности от Tahoe. Поэтому, не знаю, сейчас будем думать, что и как тут. Но вариант-то на самом деле тоже неплохой. Путепрокладчик, колесный тягач. Да. Колесный тягач. Это сильный аппарат. Да, это аппарат сильнейший. Тут мы все подровняем, это все ерунда. Тут тросом уже Чтобы разрезали. не лазили. Чтобы не лазили. Мы завели, сейчас его там
колеса, комплект колес еще даю в придачу. Вот такие колеса. Ну, это наш секрет, мы даем придачу. Это еще хорошие колеса, зачем их брать? Еще будет работать. А новые даем. Ну ясно, здесь же руль Да, переставляется. руль Ну, переставляется, да. я знаю, вот такая тачка. ПКТ. ТКТ-2. Ну у него тут раздатка. Это просто Вот ужас. лопата, видишь, как Раздатка. она в трех положениях. Коробка Прямая, огромная. как рейдер. И вот такая клина Ага. разбрасывает. Это очень Вот удобно. Еще есть вот это вот у него, как он, ну это, чтобы уровень держать. Лопата. Не лопата. А, вот это понял, упор. Ну такое, чтобы Я уровень понял, держать, да, сколько да, там взрываться в землю. Да, да, да. У меня на АТСе такая была тоже. Тоже такие приборы, как у нас в АТСе. Брат. Такой красавец. Тачка. Лужак. Красавец. Ну его нафиг, какой он огромный. Ужас. Да, это МАЗ-538, потому что аналогичная подвеска у него. 538, да. Так надеюсь, я книгу. Я даже книгу дал. Задний мост. Вот такой. Вот гидравлика выведена сюда. Это все должно быть отклеить или вал, что хочешь. Или вал, или даже манипулятор. Ну, раздатка здесь просто ужас. Огромнейшая. На улице жарища невозможное, прошу прощения за мороженое, но сил уже нет. Ну что ж, посмотрели мы тачки, ну пока что сомневаемся. Ждем Тахо, померяем проем и потом будем решать. Пока что решение не принято. Может быть, что-то придумаем еще другое, но этот проект нужно построить. Я о нем так давно мечтал, и мы это сделаем. Я отправляюсь домой, Дима тоже отправляется домой. Ему огромное спасибо за помощь в поиске. Ну, а вам, конечно же, тоже пишите в комментариях, что вы видите, какие нам лучше зилки купить, ну и все тому подобное. С минуты на минуту приедет Таха на эвакуаторе. Я немножко волнуюсь, но попался нам хороший человек, который помог нам и привезти, и, грубо говоря, завести машину. Мог бы просто прийти и сказать: смотрите, нравится, не нравится. Но Юрий лайк. Сейчас он приедет на своем эвакуаторе-бычке. Давай заедь, а потом вперед проедем. Все, наконец-то мы дождались Таха. У Юры, правда, возникли небольшие неприятности. Юр, как ты там доехал? Всех приветствую. Ну, доехал, в принципе, я извиняюсь, Так, секундочку. клиенты. Извиняюсь. Ну, собственно говоря, доехал быстро. Ну, в принципе, возникла проблема. У меня на этой спарке лопнуло внутреннее колесо. Вот оно. О, так а там проволока прям Без были? рвануло так, что я думал, что кто-то меня подстрелил. Благо, Ну, что хотя, видишь, ты ехал утречком, прохладненько Да, было, но ну, все равно нагрузка. видишь. колесо, ну, формально, протектор практически новый, без Хороший. износа. Но, может, я что-то словил, темно было, Ну да, и не возможно, заметил. потому что выезжал в 4 утра. А Ну так что? все ровно. Так, все отлично. Отлично. Значит, сейчас Будем мы разгружаемся, да, и наш Таха наконец-то займет свою Сейчас мы его, да? исходную позицию, да. Ну вот, дорогие друзья, начало положено огромнейшему, сложнейшему проекту. Поэтому, если у вас есть возможность поддержать нас, обязательно подписывайтесь на Boosty. Там будет оперативнейшая информация каждые 2-3 дня, небольшие коротенькие видосики о том, что у нас происходит. Ну и, естественно, подпишитесь на наш канал, чтобы нас поддержать. Надеюсь, все у нас получится.
Но я думаю, с вашей поддержкой мы точно справимся. Нам наверняка понадобится профессиональный электрик, который сможет шаманить что-то. Если вдруг среди вас есть фанаты такой машины, которые смогут подсоединять блоки управления и тому подобное, перепрошивать, то буду благодарен за помощь. Теперь нам осталось только определиться с донором, который будем покупать. Я почему-то больше склоняюсь к ЗИЛу, но вы обязательно напишите ваше мнение, что вы думаете в целом по поводу всего этого происходящего. Все. Только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего только самого-самого наилучшего, друзья. Всем пока и увидимся в следующих сериях.